Это наш дом в горах Грузии, почти 700 метров над уровнем моря. И иногда по утрам такое чувство, будто живешь в облаках. Мы, молодая семья с двумя маленькими детьми, осознанно выбрали путь вне привычной системы и переехали в деревню, чтобы строить жизнь, опираясь на собственные ресурсы. Здесь мы развиваем хозяйство, выращиваем свои продукты и учимся быть максимально самостоятельными. Это не побег от мира, а шаг к более устойчивому и свободному будущему. В этом выпуске, наконец, завершим омоложение нашего фундукового леса и покажем результат всей проделанной работы. К нам приедет Влад, поможет с обрезкой и привезет с собой необычный подарок. Параллельно начинаем подготовку к новому сезону, сажаем рассаду. И как это часто бывает в деревне, без приятных неожиданностей не обошлось. Соседи снова поделились саженцами. Мы высадим их на участке и покажем, какая необычная для наших мест культура со временем вырастет. Вот такое вот у нас сегодня доброе утро в облаках. Вот у нас совсем тут нету. А вот туда в низине, ну там вот и речка большая, испарение большое, вот получается как облака. Очень красиво. А вот для чего эта подставка предназначается. Повесить гамак, хоть у нас не первой свежести, зато подставка уникальная. Делал нам ее Влад, спасибо ему большое еще раз. Очень удобно, то есть любое место можно переместить, и тут у тебя место для гамака. Не надо на деревья ничего лепить, натягивать.
lets you walk through the door. I'm hit by the same old tide, blinded by the lights, and I'm going through changes, but it's easier with you. I'm going through changes, and so are you. Так, а это уже следующий день. Сегодня немного пасмурно, завтра обещают дождь. Поэтому хотелось бы сегодня успеть доделать орешник. Тут не так много осталось, в принципе. Если не считать то, что надо убрать за собой, все веточки отвести. Вот. Последний ряд, который доделаю, это вот этот вот. Вот с этого сейчас нужно будет начать. И получается раз, такой вот два ряд, 3, 4, 5. 5 рядов надо будет сделать. И еще я планирую тот орешник, я уже рассказывал, который у нас растет в камнях на бугуре. Вот здесь вот. Сейчас покажу. Вот этот вот. Он почему-то вообще не дает никакого урожая. То ли сорт плохой, то ли из-за того, что растет в камнях. Ну вот его полностью уберем. И, возможно, здесь какие-нибудь в будущем уже посадки будут. Думали, что это случайно, 1 год не давал урожай. Но нет, вот 2 года было и ничего на нем не было. Буквально вот со всех этих деревьев, около 15-20 здесь, да? 1 килограмм, 1,5, по-моему, фундука мы собрали. Поэтому нам такой орех не нужен здесь. Поэтому сейчас беру инструмент и погнали. Здорово, Тарас. Привет, это что ты такое привез? А это тебе домкрат. Домкрат, ни хрена себе. Для мотоблока. Такого, сколько живу, такого ни разу не видел. Давай попробуем. Вот так вот он входит. Обалдеть, и все. Все, и фрезу 2 секунды поставил и поехал. Да, она на шпильках, вон он переставил и все. Да, да, вот и также фрезу закинул и все, 2 секунды. Да, да. Вот это вещь, спасибо, спасибо. Да это офигеть, сколько я ему мучился, нагинай. Да, так он еще весит 200 килограмм.
забор. I feel like I've been here before, familiar with the view. This ain't nothing new. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old tide, blinded by the... Сейчас вот делаю землю для рассады. Здесь взяла сам грунт с участка. Вот у нас где кроты нарыли, я эти кучки собрала. А также добавила немного компоста, золы и песка. Надеюсь, что рассада будет хорошая. Так, сейчас нужно хорошо все перемешать. И наш грунт будет готов. Вот сюда я планирую посадить нашу рассаду, посеять. Помидоры, перчик, баклажаны, капусту. Так как контейнер такой достаточно большой, я думаю, будет им всем. Я думаю, будет достаточное место. А потом уже пропикирую и в отдельные контейнеры все рассажу, когда уже взойдут. Смотри. Вот так вот получилось. Сейчас принесу семена и будем сеять. И вот оставила еще, чтобы сверху посыпать. Кузя, что ты тут? Контролируешь процесс? Да? В этот контейнер я планирую посадить помидорки и капусту, брокколи и такую цветную. И вот такие вот сорта я выбрала помидорок. Так, а у нас новый день.
новые планы и задачи по работе на участке. На днях с Владом проделали огромную работу, доделали омоложение, так сказать, орехового леса нашего. То есть вот эту мелкую поросль всю срубили, всю прямо вот туда до конца, до нашего примыкания оврага. С восточной стороны вот здесь вот. Вот еще мы срубили тот лес полностью, который планировали убирать на южном склоне. Сейчас покажу, как там теперь все выглядит аккуратно и чистенько. Мелкие ветки сюда вдоль забора положили. Ну, вдоль забора, которого не было, да? Вдоль оврага. Теперь это забор. Вот, теперь осталось вот эти ветки увести, на дрова сложить. Ну и триммером пройтись. Там кое-где пилой не зацепили вот эту мелкую поросль, чтобы оно все это не росло. Ну и убрать в том орешнике, где сейчас я был, тоже эти мелкие ветки вдоль забора положить. Почему сразу это не сделали? Во-первых, уже было темно. Мы там прям до позднего вечера работали, наверное, до 8. Во-вторых, сломался мотоблок. К моему глубокому удивлению, новый мотоблок сломался. Вот тележку здесь бросил я. Сам мотоблок в гараже. Сейчас покажу, расскажу, что с ним случилось. Вообще удивительная история. Вроде как, да, надеешься, что покупаешь инструмент новый, что как минимум он будет какое-то время работать. Сломалась так называемая, не то что сломалась, а за маховиком находится катушка освещения, она называется. И тоже это я узнал из интернета, которая заряжает аккумулятор. То есть такая важная деталь, да. У нас аккумулятор разрядился, соответственно, мотоблок начал глохнуть. Потом я обнаружил, что у нас вот не хватает провода, вылетел провод из-под резинки, которая идет туда за маховик. Вот она видно тут. Желтый провод, его не было. Ну, я подумал, начал гуглить, смотреть в интернете, что это может быть. Нашел, что это как раз катушка освещения, которая идет проводом на заряд аккумулятора. То есть еще плюс там что-то громыхало под этим маховиком. Разобрать сам не смог, потому как нужен там специальный съемник этот маховик снимать. Отвезли мы его вчера в ремонт, тоже с Владом, потому что ко мне в машину он не влазил. Ребята там быстро все починили, разобрали. Внутри был разбитая катушка зажигания, с нее уже оплетка вся была снята. Почему так случилось? Это, скорее всего, от вибрации разболтались винты, которые ее держали там внутри. И вот она попала в этот маховик, ее там разбило вместе с проводами. Они поставили какой-то там, бэушный, вроде рабочий, уже резьбу, фиксирующую резьбу. Они смазывали специальным таким фиксатором для резьбы, чтобы эти болты в дальнейшем не раскручивали. Все там аккуратненько сделали. Вот теперь будем надеяться, сейчас уже все работает, зарядка идет, мы все проверяли. Вот, теперь будем надеяться, что это подольше послужит. Но все-таки я как бы удивлен тому факту, да, что на заводе так халатно к этому относятся. Причем такое соединение, которое ты даже подтянуть не можешь, да, то есть оно находится за маховиком, который, в принципе, там у обычного, обыденного пользователя, да, нет специального инструмента, чтобы снять, там даже подтянуть. У меня даже мысли бы не возникло его разбирать, так сказать. А вот это первая причина, вот что случилось с мотоблоком. Поэтому имейте в виду, да, у кого такие современные мотоблоки, что это вот лучше, конечно, его снять, подкрутить там эти резьбу. Или лучше полностью выкрутить эти винты, промазать резьбу вот специальными антиоткручивающимися вот этими средствами, держателями резьбы. И уже заново закрутить, чтобы она все это не вырвала, потому что такая обидная поломка, плюс вот так, да, это куда-то везти, если кто-то далеко живет. Это благо вот Влад помог, а так вот у меня ни прицепа, ничего нет, на чем его везти. Понятия не имею, как бы это все пришлось бы
пришлось бы выкручиваться из этого. Надо, конечно, к машине прицеп, хоть небольшой, чтобы для такого случая можно было что-то отвезти. В общем так, да, теперь по плану все это мне отвезти и убраться в том лесу. Поэтому поехали. Вот это я знатно нагрузил прицеп. Вот такой вот, с горой. Что-то вроде кажется небольшая кучка, всего лишь одна кучка и чуть-чуть со второй. Но я так подумал, все-таки написано 15 лошадиных сил на нем, да? Вот 15 horsepower. Поэтому тут, в принципе, и одна лошадь бы справилась, но 15-то тем более должны. Не думаю, что это будет проблема для него. Тем более обкатку прошли. Уже первый ремонт прошли, поэтому вперед, покорять. Ну, скажу вам, неплохо доехали. Чуть-чуть на горке здесь буксанули. Вот даже следы видно. А так вполне по прямой, плюс-минус. Я думаю, нормально для него будет. Вы, наверное, спросите: Тарас, куда тебе столько дров? Такая огромная куча. Вот, смотрите. Я бы, наверное, то же самое спросил. Но дело в том, что омоложение орешника происходит не каждый год. Так это, наверное, раз в 5 лет, как минимум. Во-вторых, несмотря на то, что у нас есть газовое отопление, всегда хочется погреться у камина. Особенно в прохладные, дождливые денечки. Ну и в-третьих, наверное, все знают, что мы сейчас в глобальном периоде изменения климата находимся, да. В том году только были 1,5 метра сугроба, и не факт, что это как бы конец, да, что не будет усиливаться катаклизмы. Оборвало нам и газ, и там и воду, и все поломалось, поэтому рассчитывать на какие-то городские коммуникации не стоит. Нужно полностью рассчитывать только на свои силы, на автономию своего дома, свои продукты, свои запасы. Никакие магазины
нам не помогут, тем более мы вдали живем, очень далеко забираться. И не факт, что там, в принципе, в магазинах будут какие-то продукты. Поэтому в наше время рассчитывать стоит только на себя, на свои силы. Вот, поэтому столько дров. Ну, как бы все равно я планирую, что это не на 1 год нам. Ну, если за 1 год используем, то ничего, у меня тут во враге тоже хватает, что рубить. Много и опавших деревьев. Вот, тем более в этом году мы запасы, все, которые в том году рубили дрова, все закончились, остались там небольшие залежи киви для розжига. Остальные все полностью у нас ушли. Поэтому дров не бывает много, особенно в деревне, в своем доме. У нас снова рубрика «Подарки от соседа». На этот раз наш сосед Мамука подарил нам орех пекан. Вот таких несколько кустиков. Они достаточно большие. У него, в принципе, дерево 45 лет, которое падает и дает семена. И вот такие вырастают саженцы. Достаточно глубокий вот у них корень, несмотря на то, что они такие тоненькие, да? Сейчас планируем, куда их посадить. Думаю, в заднюю часть нашего сада, за орешником. Когда в будущем они разрастутся, чтобы не мешали другим растениям, не мешали саду. Ну и, в принципе, там удобно будет собирать. Да, как считаешь, Настя? Да. Да, поэтому поехали сажать. Так, ну вот это у нас крайняя часть участка за орешником. Вот я думаю, где-то вот так. Раз, два, три их посадить, да? Будут большие, и тут сильно мешать не будут никому. Только надо их обязательно вокруг такой обмотать. Вот здесь чуть-чуть потом покошу я, чтобы их не скосил. Такие палочки сейчас поставим. Так, давай первого. Первого куда садим? Хорошая земля тут такая. Да, орешек? Тут в ежевике. Ну, ежевику мы обязательно уберем потом. Главное сейчас такие заградительные поставить вокруг, чтобы мы знали, что это орех. Не скосил я его.